Привет! Сегодня у меня на обзоре новые беспроводные петли от фирмы Комика. Модель называется Vima C и представляет из себя мобильное решение с быстрым подключением. Про схожие по формату петли от Holyland еще летом я рассказывал у себя на канале. Их я оставил себе в постоянное пользование, ведь помимо хорошего звука модель была наделена и киллер-фичей в виде активного шумоподавления, чего доселе рынок петличных микрофонов не предлагал. Функция эта рабочая и уже неоднократно меня выручала на съемках в шумных местах. Ну и как это частенько случается, другие производители из Поднебесной начали потихоньку подтягиваться, и конкретно сегодняшняя модель также обладает функцией активного шумодава. Так что лично мне было как минимум вдвойне интересно протестировать эту новинку, в особенности сравнив ее с моими постоянными петлями. Ну а как же все это дело работает в различных условиях, мы сегодня и посмотрим, а самое главное послушаем. А пока пробежимся по технической части, комплектации и внешнему виду. Беспроводные петли Комика поставляются в комплекте с жестким транспортировочным кейсом, внутри которого имеется поролоновая проставка, защищающая само устройство, а также небольшой кармашек для аксессуаров. По сути, сюда влезает вся периферия, и при этом много места в рюкзаке или сумке не займет. Как и в случае с Holyland, комплект из двух петель и приемника уложен в зарядный кредл, что отдаленно напоминает историю с беспроводными наушниками. Внутри кейса расположен аккумуляторный блок на 1400 мАч, что позволит зарядить систему без розетки около 2 полноценных раз, но это при условии того, что все составляющие будут использоваться одновременно и сядут разом. Каждая петля имеет внутри аккум на 140 мАч, а приемник на 230. Производителем заявлено 8 часов непрерывной работы для каждого элемента. Для удобства использования на самом кейсе предусмотрен 4-точечный LED-индикатор, по которому примерно можно будет понять, сколько заряда еще осталось. Ну а в нижнем торце размещен интерфейс Type-C для подключения кабеля, который, разумеется, входит в комплект. Вообще, если говорить об аксессуарах, то практически все сценарии использования комплектации предусмотрены. Здесь положили две меховых шапочки для ветрозащиты, провод для подключения к камере с 3,5 мм джеками на концах и идентичный кабель с распайкой для смартфона. Помимо всего прочего, здесь имеется и дополнительный переходник для подключения наушников к ресиверу. На одном из его концов имеется Type-C папа, а на другом он разделен на разъемы мини-джек и Type-C маму. Однако, если вдруг у вас имеются на руках наушники с Type-C подключением, то их можно воткнуть в ресивер напрямую, без использования переходника. К слову сказать, в петлях от Holyland такой возможности нет, то есть мониторить звук с устройства не получится. И это первое важное отличие в этих двух системах. Двигаемся дальше и переходим к самим петлям. Как я уже успел отметить, в данном комплекте с зарядным кейсом идет сразу два трансмиттера, или по-простому микрофона. Они имеют чуть больший размер и угловатые формы, нежели таковые в системе Holyland, но при этом весят примерно столько же. На левом торце каждой из петель расположено по две механических кнопки управления. Первая отвечает за принудительное включение и выключение, а также по совместительству выполняет функцию мьюта, а вторая включает активный шумодав. Понять, в каком режиме работает микрофон, можно по встроенному LED-индикатору. Синее свечение обозначает обычный режим, зеленое — режим ANC. В нижнем торце находятся контакты для зарядки от кейса, а также разъем Type-C для пополнения энергии по проводу. К сожалению, подключить дополнительную петлю на проводе сюда нельзя. Данная система имеет только встроенный микрофон, но лично я это минусом не считаю, ведь это не профессиональные петли, а лишь компактный мобильный вариант. Да и к тому же они не такие уж и громоздкие, чтобы как-то портить вид в кадре, а за счет встроенной прищепки цеплять их можно куда угодно. Теперь давайте посмотрим на приемник, и здесь сразу же бросается в глаза еще одно очень важное отличие от системы Holyland. На лицевой стороне корпуса красуется цветной статусный дисплей. Это отличное решение и огромное преимущество перед конкурентами. Здесь можно следить за уровнем сигнала, есть индикация остатка батареи в каждой из петель, а также очень просто можно понять, в каком режиме, моно или стерео, работает система. К слову сказать, переключение между этими режимами осуществляется однократным нажатием кнопки Power на правом торце корпуса. На левом же в свою очередь разместили разъем Type-C для зарядки и две механических кнопки, которые отвечают за регулировку чувствительности микрофонов. Для каждой петли предусмотрено 4 уровня чувствительности. Крепится приемник также за счет встроенной прищепки, которая имеет стандартный размер для помещения ее в горячем башмаке любой камеры. Если говорить в целом, то сборка устройства хорошая, а подключение и активация системы после изъятия из кейса очень-очень быстрая. Так что по части подготовки к быстрой съемке это просто идеальный вариант.
Ну и на этой прекрасной ноте, я думаю, можно завершать с технической частью и переходить к тестам. Единственное, на что хотел бы еще обратить внимание, это подключение к смартфону не по разъему мини-джек. Если вы хотите использовать данную систему со смартфонами на Android или iOS, но без использования мини-джека, то кабель с Type-C или Lightning на конце необходимо приобретать отдельно. Как и в случае с HoloLens Lark M1, в комплекте такого нет, однако сама возможность этого подключения имеется. Лично я использую такую связку со своей карманной камерой DJI Action 2. Ну что ж, друзья, у нас на очереди первый тест работы микрофонов Комика. Я эту петличную систему подключил непосредственно в камеру Sony A6400, это моя основная камера. Ну и вот в связке с этой камерой работают микрофоны примерно как-то так. Условия у меня, можно сказать, около идеальные. Это комната, жилая комната, она не подготовленная, но тем не менее здесь посторонних шумов никаких нет. Я здесь записываю свою закадровую озвучку для роликов, поэтому в принципе, меня устраивает качество звука, хотя здесь на стенах штукатурка, можно сказать бетон, штукатурка и как бы больше ничего нет. Однако здесь есть много мебели, поэтому какая-то вибрация, она все-таки гасится. Реверберации здесь по минимуму, немножко шелестят кулера от моего компьютера, который находится под столом, но их, наверное, даже и не слышно будет, ведь это петличная система, петличный микрофон. Тем не менее, вот как-то так отрабатывает здесь данный микрофон. Я могу для примера включить систему активного шумоподавления. Вот сейчас я нажал кнопочку, зеленая лампочка загорелась. Ну и вот так вот с активным шумодавом здесь отрабатывает данный микрофон. Мой голос будет немножко изменен, но тем не менее здесь гасить никакие шумы не нужно. Так что вот такой вот тест у меня первым получился. Так, друзья, ну еще один тест работы микрофонов Комика я решил сделать в силу того, что я являюсь держателем и постоянным пользователем петель HoloLens Lark M1. После обзора я их себе оставил. Собственно, было бы неплохо сравнить эти две петличные системы лоб в лоб. Сейчас данная петля подключена к камере DJI Action 2. Вот таким вот образом она, собственно, отрабатывает вместе с этой камерой. Я сейчас включаю режим активного шумоподавления. Вот таким вот образом. И, собственно, получается, что у нас сейчас отрабатывает данный микрофон уже в режиме активного шумоподавления. А, Разумеется, сейчас произойдет магия монтажа, и вы услышите уже в связке с HoloLens, как отрабатывает данная камера, собственно, также в обычном режиме и в режиме активного шумоподавления. Можно будет сравнить обе эти петличных системы и сделать для себя определенные выводы. Собственно, бюджет у обоих моделей, в принципе, одинаковый, примерно плюс-минус, там по деньгам они одинаково стоят. Но преимущество того же самого Vimo C1, да, вот этих вот петель от Комики, это отображение уровня заряда батарейки на каждой из петелек. Это хорошо, это удобно. У HoloLens такого отображения нету. Соответственно, HoloLens в этом плане немножко проигрывает. Но при этом HoloLens немного выигрывает в плане компактности. У HoloLens очень компактные петли, и сам блочок, он более компактный. Так что здесь уже нужно выбирать. Либо тебе нужны функциональные компактные петли, либо все же важно знать уровень и остаток заряда батареи. В общем, как-то так переключаюсь на HoloLens. Ну а сейчас, друзья, отрабатывает уже микрофон от HoloLens. Я его подключил к DJI Action 2. Собственно, вот таким вот образом он отрабатывает. Дабы не быть голословным, вот у меня блочок от Комики. Он никуда не подключен. Соответственно, сейчас микрофоны от HoloLens работают. Они работают сейчас в тех же самых условиях, что и Комика. Так что можно примерно сравнить качество работы той и второй модели. Сейчас играет на фоне легенькая музыка. Мы включаем активное шумоподавление. И вот так вот у нас включено активное шумоподавление, и слушаем, как отрабатывает HoloLens Lark M1 в тех же самых условиях, что и до этого мы тестировали Комику. В принципе, я думаю, разницы быть не должно большой, но тем не менее, я думаю, кому-то будет интересно такое сравнение, потому как, модели очень похожи по своему функционалу, соответственно, и по цене они примерно даже похожи. Возможно, даже Комика чуть подешевле. Не знаю, всегда курсы разные, тем не менее, вот такое сравнительное тестирование я решил провести. Надеюсь, кому-то это будет полезно и интересно. А вот еще один небольшой тест работы микрофона Комика уже в связке со смартфоном и в сценарии в автомобиле.
Может быть, кто-то будет снимать какой-то автомобильный блог. В автомобиле всегда шумно. Плюсом ко всему можно еще попытаться на скорости сейчас открыть окна. Сюда будет задувать ветер. И я включаю активное шумоподавление на микрофоне. И вот так вот с активным шумоподавлением работает данный микрофон. Вот в таком сценарии использования. Довольно шумно от дороги. Я обычно в таком сценарии проверяю, как работают микрофоны в наушниках беспроводных. Ну, а вот здесь, раз здесь есть у нас шумоподавление, я решил проверить на полной скорости, как с открытыми окнами в автомобиле будет снимать голос данный микрофон. Очень интересно самому послушать. Так что, собственно, вот таким вот образом это все работает. Ну и подводя сегодня некий итог по данной петличной системе, буду краток. Комика VMC — это отличное мобильное решение для съемки блогов, влогов и даже быстрых интервью. Петли компактные, подключаются быстро, зарядки от провода не требуют. Писать могут как в моно, так и в стерео, да и плюсом ко всему в них имеется набирающая популярность функция активного шумоподавления, что само по себе пока не часто встречается в подобных устройствах. В общем, всем, кому подходит сценарий использования таких микрофонов, я однозначно рекомендую присмотреться к данной модели. Микрофоны реально хороши. Ну и на этом я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.